Наверное, главное отличие компьютера индивидуального пользователя от любого другого – это обои на рабочем столе. Пользователи любят ставить картинки на фон любого жанра. Это может быть машина их мечты, любимый актер, красивый скриншот из игры, или же картина или фото пейзажа. Однако статичная картинка, какой бы красивой она ни была, она все еще статичная. Что, если я скажу, что ваш рабочий стол можно оживить? Что, если ваш любимый персонаж из аниме будет двигаться, смотреть на вас и моргать, как живой человек? Все это вам поможет реализовать программа Wallpaper Engine. В этом обзоре я выделю основные возможности этой программы, а также расскажу, как ей пользоваться. Желаю вам приятного просмотра. Для начала стоит сказать, что Wallpaper Engine – это довольно ресурсоемкая программа, особенно если вы запускаете обои с рендерингом в реальном времени. Таковыми являются 2D-сцены, 3D-сцены или же веб-обои. Самыми простыми в использовании являются видеообои. Они требуют гораздо меньшей мощности компьютера, в отличие от сцен. Поэтому, если у вас довольно слабый ПК, я рекомендую использовать такой тип обоев. Wallpaper Engine продается в Steam и стоит на сегодняшний день 150 рублей. Благодаря Steam у нас есть доступ к огромнейшей библиотеке обоев от пользователей в Steam Workshop. В ней вы можете как и найти обои себе по вкусу, так и выложить те, что сделали сами. Однако перед тем, как делать все вышеперечисленное, давайте посмотрим на настройки Wallpaper Engine. Сейчас вы видите интерфейс приложения. Здесь присутствуют настройки вывода на разные мониторы, однако у меня всего лишь один монитор. Гораздо больше нас будут интересовать настройки производительности. В зависимости от мощности вашего компьютера вы должны выставить соответствующие значения качества. Разрешение оставляете полным, а остальные параметры уменьшаете по мере необходимости. Могу порекомендовать поставить настройки воспроизведения так, как у меня. В разделе «Общее» советую назначить загрузку видео с диска, если вы хотите сохранить оперативную память. Ну или же наоборот. Все остальное у меня по умолчанию. Теперь, когда вы настроили Wallpaper Engine под свой компьютер, можете начать искать обои в Workshop. В программе есть встроенная мастерская, так что искать обои под свой вкус довольно удобно. Выбираете в фильтрах подходящие вам тематики, нужный тип обоев или же типы, ставите параметры отображения по рейтингу и все, вперед, вы готовы погрузиться в мир живых обоев. Довольно-таки просто, не правда ли? Чтобы установить нужные вам обои, нужно их выделить и в правом разделе нажать кнопку «Подписаться». В этом же разделе располагается кастомизация обоев, если таковая имеется. Ну а также основная информация, тип обоев, разрешение и теги. Теперь я хочу вам показать, на какие обои следует обратить внимание. Если у вас мощный компьютер, я советую вам поискать самые популярные обои сцены. Как правило, в них много красивых эффектов, а также они могут взаимодействовать с вашим курсором. Такие обои действительно чувствуются живыми. Также настоятельно рекомендую поискать обои-визуалайзеры. Это очень интересный тип обоев, который реагирует на любой звук на вашем компьютере. Вы можете включить музыку, вернуться на рабочий стол и насладиться красивым визуалом. Такие обои зачастую имеют кастомизацию, так что вы точно найдете для себя что-нибудь по вкусу. Чтобы найти самые лучшие видеообои, советую поставить фильтр «Лидеры рейтинга за все время». Есть очень большое количество авторов, которые анимируют свои обои в After Effects, и получается очень круто, пусть даже это просто зацикленное видео. С веб-обоями я сталкивался не так часто, однако я уверен, что все равно найдутся потрясающие работы, стоит только поискать. А также я хочу попросить вас оценить мои работы, которые я выкладывал в Workshop. Пусть их и не так много, однако во все я вкладывал свою душу и старания. На страничке коллекции моих обоев я оставил контактные данные и некоторую информацию о возможном заказе живых обоев у меня. Если вы хотите увидеть на своем рабочем столе красивую картинку или любимую фотографию в живом варианте, то можете обращаться ко мне. Однако советую посмотреть перед этим мое портфолио и оценить качество моих работ. Буду очень рад с вами сотрудничать. Все ссылки я оставил внизу, так что не бойтесь задавать мне вопросы. Ну а на этом я, пожалуй, заканчиваю.
А впереди меня ждет запись еще одного небольшого обзора. Большое вам спасибо за просмотр и до скорой встречи в мире живых обоев.